Очень много народу открывает компании себе и выбирают не тех партнеров, знаешь, друзей очень часто выбирают. Или семьями это делают. А не работает оно так. Люди ссорятся. А как надо выбирать партнера? Ну, вообще лучше без партнера. Послать всех на 3 буквы и делать самому, если честно. Это самый лучший вариант, потому что ты сам себе господин и сам решаешь, куда ты двигаешься. И ты сам несешь ответственность, понял? Мне кажется, люди берут партнеров в бизнесе для того, чтобы частично распределить ответственность. По-умному это называется комплементарное партнерство. Да? Но по факту очень часто люди прикрываются тем, что они себя чувствуют неуверенно, не готовы брать 100% ответственность, или у них где-то инфантильная позиция какая-то в жизни, понял? И поэтому они думают, партнер придет, мы с ним 50/50. Поэтому лучше, я честно свой опыт скажу, нафиг тебе партнер. Я никогда в бизнес свой никого не беру, я самый главный, и все, идите все в дупу. Потому что я не хочу слушать чье-то мнение. И я знаю, что из-за этого мнения мы поссоримся, типа. И поэтому я вижу, я знаю это из-за того, что я вижу. Люди ссорятся, расходятся, и потом 2 компании, получается. У вас были, да, такие кейсы? Ой, миллион, ты что? 2 компании, все затормаживаются из-за ссоры. И того ни одна не развивается, и 2 банкротятся. Или одна затормаживается, потому что там партнер один сильнее ментально, да, а это растет. Короче, лучше, честно, лучше без партнеров. А как можно в Польше отжать бизнес у партнера? Вот у тебя было какое-то видео на эту тему. Было такое дело. У меня у знакомого ситуация произошла такая. Они в спилке ЗО были, и у него отжали его партнер бизнес. Расскажи, как это вообще происходит? Как это технически возможно? Технически... Подпись же моя. Делается просто дубликат компании. Самая популярная схема, самая простая. Дубликат компании с почти идентическим названием, и очень деликатно переносятся все ключевые клиенты. Вот. Но бухгалтерия ведется таким образом, что как бы циферки-то остаются. То есть мы с бухгалтером должны вместе работать. Партнер, если это большая компания, то мы сейчас про большую говорим фирму. Не про маленькую, где партнер входит нон-стоп на счет и видит, что там что-то не так, не достает денег. Да, про большую. И таким образом оно все культурненько переходит на компанию номер 2. Клиенты этого, в принципе, не замечают, а они все дела ведут с одним из партнером, с его людьми. Вот, то есть второго не видят, в принципе, да. И потом, когда этот прибегает к ним, ребят, короче, вас всех кинули, вы как-то туда к нему, а я один здесь, а они такие, нам пофиг, типа, мы работаем с Томиком, например, мне пофиг, куда платить. Томик классно делает свои дела, знаешь. То есть это самая популярная практика. Потом, когда-то давным-давно, когда еще КРС был бумажным, когда еще мы все правки в КРС делали, ходили туда, заполняли, стали в очереди, очень часто приходилось, есть читальня акт, заходишь в читальню акт, получаешь документы какой-то компании, каждый может войти, если у него есть интерес правный, а это может быть что угодно, в принципе, интерес правный, вот, получить полностью все оригинальные документы этого существующего организма. Да. И в эти документы, грубо говоря, случайным образом попадала какая-то бумажка, которая меняет концептуально все. Отдавалась назад, и за это забывалось на года 2-3. Специально, да, чтобы оно отлежалось? Типа. Теперь референдаж сундовый в КРС, который занимается этой компанией, они раз в квартал пересматривают все документы. Бывает так, она делается на специальной бумаге, которая прилипает. Это такая еще старая бумага, может, пробовала такая... В начале 2000-х была такая, она полупрозрачная, можно сказать, она уже состаренная. Короче, он смотрит, что-то слиплось. Ты понимаешь, какая у него ситуация, дилемма? Написать, что это он провтыкал, или просто пронумерировать, как будто это все было, и никто это не узнает. Пишет, что бумажка, типа, должна быть с нотариальной какой-то печатью, совсем, типа, это все делалось в свое время очень хорошо, очень просто. Да и сейчас делается, в принципе, только там немножко другая схема, не буду озвучивать, но сейчас по полиции это очень дорогая схема заработка денег. Вот. И таким образом это все, это уже в документах лежит. Но надо дождать 2-3 года, потому что, чтобы куча народу залетела туда, чтобы на тебя сразу не подумали, что ты это подложил, потому что за 2-3 года очень много людей возьмет эти документы. Дальше ты пишешь в КРС просьба о вытянутых всех паперов. То есть все документы просишь. Тебе КРС официально, тогда брали вроде 8 злотых за страницу, это очень дорого было, но фиг с тем, мы же компанию отжимаем. Дает с подписью каждую бумажку официально, что это официальный документ этой компании. И тут у тебя бумажка X лежит, которая может поменять все. Обычно это бумажка, которая немножко делала так, что директор оказывался не совсем компетентен в принятиях решений, и все его решения, например, не актуальны, да. И когда мы сваливаем директора, в принципе, это уже легко идет. Потому что компания без директора, она на паузе стоит. Пока будет куратор суда, это занимает довольно-таки долгое время, там даже год иногда. Компания просто банкротится. В то время можно или отжать всех клиентов, просто тоже перенести на болванку. Это самый простой вариант. Потому что наша цель – это просто заморозить
заморозить директора в его действиях, чтобы он ничего не мог сделать, чтобы у него не было никакого права подписи, что нельзя было ничего сделать по компании. Все счета заморожены, нельзя ничего оплатить. Чтобы манипулировать, да, можно да, было? Типа? Это легально, типа, ну как легально? Так ни в коем случае, кстати, так не делать. Но имеется в виду, к этому никто не придрется, потому что там ничего смертельного нет. Мы не подделывали собственность, мы ничего не делали. Мы просто ставили под вопросом деликатно право вообще принятия решения директором. Все, компания просто морожена, никто не получает с контрагентов оплаты, работы без оплат тоже не проводятся, а у нас есть дроп тут сбоку готовый, заряженный деньгами, который пух-пух-пух-пух-пух, оплаты, работы принимает. Потому что когда у тебя стройка горит, тебе пофиг, кто ее делает. Ну да, эта компания не работает. Вот у нас готовая такая же компания, подписали, погнали. Типа. Это бизнес, здесь суровые условия, знаешь. Все, мы забрали компанию. Компания умерла. Занимаясь бизнесом, вы, как и я, задаетесь вопросом, существует ли какой-то способ достигать результата быстрее, лучше, зарабатывать больше денег, делать это выгодными способами. Я, как и вы, задавался этим вопросом все прошлые 5 лет. За время работы с нашими клиентами, за больше, чем 500 запущенных бизнесов на польском рынке для наших клиентов, я нашел ответ. Этим ответом я готов с вами поделиться. Есть такая фраза «to know exactly what to do and do it good enough». Вам нужно знать, что конкретно нужно делать в бизнесе, и делать этого достаточно. Лучший способ этому научиться — найти человека, который уже прошел этот путь и поможет вам перенять этот навык. Так получилось, что за прошлые 5 лет я научился это делать, проведя сотни консультаций для наших клиентов, создав эту насмотренность. И сегодня у вас есть возможность взять эти навыки. Внизу под видео есть ссылка на анкету предзаписи. Оставляйте заявку и до связи. Ну, вот. Очень часто, когда убивали собственников, не дай бог, там в аварию люди попадали, у меня были, когда еще на практике, как юрист работал, собственники умирали в Украине где-то, оставался директор, который сопротивлялся. Ну, и надо было убирать директора. А его убрать можно только так, потому что он обычно с умом был. Ну, никто в Польше стрелять тут не будет, таким не занимаются, знаешь. Ну, да. Забираешь, морозишь, забираешь компанию, все. Ну, оставайся в своей компании, удачи себе, дядька, типа. Ну, такое неприятное. Честно, я уже, слава богу, с этого всего давно не занимаюсь, но... Типа юриспруденция или чем? Всякими интересными делами. Всякими. Да. Это не лез туда никогда, и уже не хочу туда лезть. Ну, это очень эмоциональная штука такая, знаешь. Да, я думаю, там вообще, наверное, такие яйца крепкие. Да. Особенно, когда в Украину въезжаешь на переговоры, потому что там все заказчики в Украине сидят, а там вообще правила другие. Когда ты въезжаешь в Украину, тебе там 6-7 машин охраны ведет куда-то, кудась. Ты в таком участвовал? Да. Как, страшно. Как консультант или кто-то был? Или... Я работал в компании младшим юристом. Это всего лишь ты младшим юристом работал? Очень жесткая компания. И ты уже такие вопросы... Мы обслуживали украинских политиков всех, ну, компания, где я работал. Вот, украинские большие компании. Вот, а у них не было никого русскоязычного, был только я. Это польская компания была, пана Давида. И меня во всю жопу мира меня пихали, короче. Ко всем бандитам украинским. Всякие такие, знаешь. А ты в Донбасс ездил или нет? Ну, просто там вообще у нас... Нет. Ну подожди, это ж уже 15-й был. Ні, це вже позже було. Це був 2016-17, когда вот мы с Денчиком начали только там тусить. Была веселая практика, скажем так, знаешь. И ты понимаешь тогда, что на самом деле было бы желание. Как один адвокат говорит, было бы желание, мы все сделаем. Типа, все можно сделать. Ну и смотри, идем дальше. Как в Польше можно отжать компанию? Последний уже самый такой примитивный вариант – это у нас, мы делаем все печати компании, мы делаем банковский счет какой-то, дроповский банковский счет, но у нас вообще компании никакой нету. И тут влажная штука, что мы и фактуры за эту компанию делаем. И, короче, это называется слив. То есть мы сливаем денежный поток компании на наши все счета. Компания, получается, без денежек, а денежек нету, ресурс запасного там накопительных счетов. Обычно здесь никто не делает запасные счета, накопительные счета, почти никто. Все сразу все выводят куда-то. В плане предпринимателей, да? Если мы поляки тоже или нет? Поляки делают обязательно. Расскажи чуть подробнее. Ну, там, смотри, у нас есть... просто запасной какой-то счет? Да, у нас есть... Субсчет. Да. У нас спілка ЗОО. Спілка ЗОО має капитал, как мы знаем, да? И маем конто. Тык-тык-тык-тык-тык. Правильно, когда ты ведешь спілку ЗОО, делать несколько конт. Вот у меня, например, моя спілка «Замок», у нас есть как? У нас есть конто, исключительно деньги на транспортные средства. То есть все, что с транспортом связано, с ремонтом моего старого Volvo и Mercedes-Benz, мы туда каждый месяц 5% от выручки кидаем. Потом есть конто на случай войны в Польше. Да сваливайте отсюда за что-то. И туда, я не кину работников, я каждому с работников буду платить какие-то деньги до момента, пока
они не свалят. То есть каждый с работника получит свою сумму на свалить, чтобы не идти никуда. То есть правильная компания, она имеет счета, которые потом, если что-то случится, не будет прибыли вообще, позволят как-то культурно выйти из ситуации. Да? Есть счет на самоубийство компании обычно открывается, потому что ее же закрыть надо, это дорого. Обычно туда $10 вложишь, и оно лежит, просто не трогает. Это отдельный счет в банке, типа субконто и все. Вот. Конто резервовое себе делать, например. Ну, обычно поляки делают просто конто резервовое и все. На него вложат, там, не знаю, 1100. Они лежат, и никто их не троит. Это резервные. Типа, ну, как у тебя капитал. В бизнесе, как в жизни должна быть подушка безопасности, такие в бизнесе. Без этого никуда. Интересно, слушай, наши предприниматели, я никого не слышал, чтобы так делать. Не делают. Более того, и я тебе честно скажу, я это делаю, но все равно в формате личных финансов все-таки, понял? То есть я финансы компании, и компания — это инструмент по зарабатыванию денег, и я так о ней сильно не забочусь, да? А ты как бы вывел это как отдельную сущность такую, да, это мой которую ребенок. обслуживаешь. Да. Прикольно. Просто у меня по-другому я про нее думаю, знаешь, я ее люблю очень сильно. Типа, для меня компания — это... Я сделал железный купол над этой компанией. То есть моя теория, я еще когда студентом был первого года, у меня была теория железного купола над компанией. Такой у нас был очень крутой профессор Блашчак на универе, и он тогда что-то начал говорить, но не договорил, короче. Идея какая? Ты должен огородить компанию так, чтобы, в принципе, как в Израиле, знаешь, летят вот эти ракеты, отражать, так же и все проблемы, которые на компании лежат, их надо отражать. То есть, во-первых, вся ответственность с клиентами. Ты должен сесть, продумать, а где ты им можешь что напортачить сам, быть искренним с собой. И, к сожалению, это все надо прописать в договоры и снять эту ответственность. Ну да. Плюс страховка, да, у вас бухгалтерская да, есть? 2 миллиона евро. Да, ого, ну это, наверное, самая дорогая, которую я слышал. Да не, можно и больше, можно купить парочку этих страховок там иметь. Но она до жопы, эта страховка, если честно. Типа, мы пробовали что-то получать до нового места. Тут плюс был такой, что мы, когда косячили, мы много зарабатывали. То есть это была просто операционка. Типа, заплатить кому-то там, не знаю, 20 тысяч штрафа без проблем, на. Типа, кинь вообще на изи. Столько всего, пока ты рассказывал, я представлял, как ты ехал в это Украину. Это было стрёмно, звездец. На гелике, понял, и тебя... Не, я на своем Вольво ехал, а ребята матерые заряженные. Я тут на мануале, блин, первое, второе. Не, ну я имел в виду, такой пересекаешь границу, тебя такие в гелик садят на заднее кресло, там 2 калаша у типов, понял? Это мы в Ровном все мутили, короче, с ровненскими ребятами. Ну, есть. Ребята с Ровно, всем привет. Хорошие ребята. Оттуда ты и украинский, да, знаешь? А я с Львова сам. А, да? Я из Львова. Львів'янин. То есть ты прям на украинском вообще? Так, звісно. Слава Украине. Какие, героям слава, какие еще языки знает бухгалтер Валера? Я тільки по-украински, по-русски, чуть-чуть там по-английски что-то говорю, и все. Вот. Там кореанский немножко учил, корейский немножко учил. Но забыл уже, если честно. Я уже давно без кореек живу. Без кореек. Поэтому, да. Поэтому и не надо. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.